Здравствуйте, уважаемые друзья! Здесь можно получить основную информацию о себе, то есть о вас, о вашей личной жизни. В тот момент, когда вы нажали «Посмотреть» и будет актуально, и это было дно колоды, это карта, которая называется «Влюбленные». Потрясающая карта. И она говорит о том, что у вас будет переход в личной жизни на новый уровень. О чем это говорит? Это не просто слова, да? Нет. Эта карта говорит, что переход может касаться того, что вы познакомитесь с мужчиной для серьезных отношений. Он уже вас ищет. Вы с этим мужчиной будете очень созвучны, у вас будет много общего. Общее понимание жизни, целей, стремлений, устремлений, а также внешнее предпочтение красоты. Для вас внешнее проявление предпочтения мужской красоты, для него предпочтение женской красоты. Ощущение вот это на химическом уровне, на интимном, на духовном, можно тоже сказать, да, потому что когда люди одна цель духовная, то есть они подходят друг к другу о том, как они видят вообще жизнь, во что они верят, это важно. Потому что это объединяет. Вас будут объединять многие параметры. То есть вы найдете себе человека, с которым будете на одной волне, так просто сказать, да? Или же эта карта тоже может означать для людей, которые любят друг друга, но по какой-то причине не могут договориться. На колесо года буду для вас смотреть. И эта карта «Дно колоды» очень важная. Она говорит, что вы сумеете договориться, вы сумеете найти общий язык, потому что когда, это библейский сюжет, да, влюбленные, когда архангел Михаил, показал Адаме и Еву, сказал: окей, теперь вы уже вкусили от дерева познания, теперь уже новый уровень жизни у вас, вы не можете идти назад. И здесь идет речь о том, что человек не может стоять на месте никогда. Вот мы перешли на новый уровень, и мы должны двигаться на следующий. Или же, если мы не будем стараться двигаться вверх, мы будем спускаться вниз. Такой есть закон природы. Все движется, все в динамике. Жизнь – это динамика. Застой – это там нет жизни. И динамика пространства, она очень простая. Если мы сознательно не движемся вперед, потому что влюбленная – это об осознанности. Ева первая, кстати, женщина, которая получила осознанность. Через нее воплощение осознанности и для мужчины произошло. Не то, что говорит Каббала, здесь все наоборот. Вот. И если мы осознанно не будем двигаться вперед, мы будем автоматически скатываться назад. Я не буду смотреть следующую карту, потому что мы смотрим только дно колоды, и сейчас начну раскладывать для вас. Итак, вопрос такой. Основная информация о вашей личной жизни. В принципе, вы уже через эту карту получили очень важную информацию, я бы сказала, да? Очень-очень важную. Еще раз ее подытожу. Есть ли шанс, например, у вас с этим человеком, о котором вы спрашиваете, 100% есть шанс перейти на новый уровень, то есть стать его женой, стать его подругой, стать не просто знакомой, а любимой, перейти на более глубокий уровень отношений. И шанс такой у вас есть огромный. Вот такая информация, основная информация о вашей жизни. А сейчас я буду искать в этих картах королеву чаш, королеву любви и короля любви, потому что идет речь об отношениях, о личной жизни. Но, кстати, личная жизнь у многих сейчас в современном мире, мы начинаем понимать, что это не о другом человеке, это о нас самих. Поэтому, если, девочки, для вас отношения не имеют никакой особого значения, никакой роли не играют особенно, все равно смотрите. Все равно подсказки о своей будущей жизни вы получите, да? А я начинаю просматривать карты, чтобы искать именно то, что я сказала, те две карты, которые покажут вашу жизнь. Вот у нас уже вышел король чаш. Перед ним старший аркан умеренность, а после него, смотрите, какая интересная карта. Возьмем назад эту колоду. Колоду мы уже не меняем, потому что сейчас уже будет диагностика. Как она есть, так и есть, будет показывать нам. Вот король любви ваш. Он смотрит на карту умеренность. Конечно, умеренность – это держать фокус. На чем он держит фокус? На чем? На любви или на чем-то другом? На вопрос, что самое главное для него, то есть его фокус, его внимание. Как вы видите, на деньгах, на ценностях, на том, что для него важно. И здесь
Он хотел бы иметь все золото мира. Что это имеется в виду? Вас хотел бы, наверное. Хотел бы вас иметь. Хотел бы иметь с вами отношения, все золото мира. Именно инвестиция в отношения здесь идет. Он хотел бы стабильности, наверное, в отношениях. Он хотел бы, чтобы были деньги для того, чтобы у вас была устроенная жизнь. Ну а кто бы этого не хотел? То есть он на самом деле нормальный мужчина, чтобы там кто ни говорил. И говорить о его недостатках нет смысла. Это вообще очень ущербно. Если мы смотрим, где 30 минут говорится о его недостатках, ну, то, о чем говорим, то и притягиваем, да? Так что должны это знать. Вот, теперь я ищу вас. И карта, которая покажет королеву чаш, то есть объяснение вашей энергетики на момент просмотра, это будет карта слева и справа. И слева, и справа, да, от вас. Сейчас мы ищем королеву чаш. Чтобы сказать четко, ну а как у вас обстоят дела с личной жизнью? А что можно поправить? А к чему нужно стремиться, да? Как у вас обстоят дела в личной жизни? У него я вижу, что он действительно сейчас находится в состоянии, где он ощущает жизнь такой, какая она есть. Об этом карта умеренность. Ощущать жизнь, где сухо, где мокро. В общем, здесь такие секретные алхимические элементы. Но на простой язык перевести, он сейчас учится понимать, где он, как он, куда он движется, какие у него приоритеты. И в этих приоритетах главное – это достаток. Он хочет, чтобы для вашей пары было больше достатка. Может быть, он хочет заработать, но довольно похвально для любого мужчины хотеть заработать для своей супруги или же будущей супруги, да, для своей женщины заработать. Кстати, не карьера для мужчины главное должно быть, а женщина. Для любого человека, как я уже сказала, в другой ипостаси, в ипостаси просто личность, продвижение себя в профессии очень важно. Мы знаем, что даже если ваш мужчина олигарх, это здорово, вам повезло. Но в любом случае нужно самому что-то предъявить, да? То есть каждый человек, он сам себя должен продвигать. Так что чисто по-человечески карьера важна для всех. Ну а если мы говорим о состоянии именно сексуальном, в половом понимании, то для мужчины главное это не карьера, это женщина. Только с таким мужчиной вы будете счастливы. Вы никогда не будете счастливы с зацикленным придурком, у которого главное найти побольше денег и победить всех конкурентов. С таким мужчиной вы никогда не будете счастливы. Хоть может быть и дом полная чаша, но он туда посадит вас в золотую клетку. Итак, королева чаш вышла вот. Перед вами эта тройка, пятерка меча вернее, и после вас еще одна мечевая карта. Но это говорит о вашем состоянии, да? Я сейчас буду я выложу эти карты, чтобы вы их увидели. На минуточку, да? А когда я эти карты буду вам рассказывать, я тоже буду колоду собирать, чтобы делать уже расклад. То есть почему у него состояние идиллии в принципе, а у вас состояние борьбы? Может быть, вам нужно было услышать то, что я только что сказала, или то, что скажу в дальнейшем? Конечно, нужно. Не зря ведь ваш пальчик выбрал посмотреть. Вы обижаетесь или на жизнь в общем, или на мужчину. Мужчина сделал вам головную боль, он вас обидел, он просто создал состояние такой больной постели, когда вы постоянно в страхе, постоянно в борьбе, постоянно у вас могут быть конфликты, недопонимание, выяснение отношений, или вы не можете прийти к общему знаменателю, может у вас какие-то механические преграды в вашей паре. Эти механические преграды могут быть как и финансовые, так и бытовые, так и семейные, так и третьи лица. Третьи лица вплоть до его матери, либо карьеры, которая, как я уже вот перед этим говорила, встревает, мешает вам. Неправильное отношение к карьере. Третьи лица могут быть, конечно, его бывшие, ваш бывший. В общем, люди, которым вы дорогу перешли по какой-то причине. Но если мы чувствуем, что мы перешли кому-то дорогу, этот человек просто заболел. Потому что на самом деле никому дорогу перейти нельзя. Это все, это иллюзия у него.
у того, кто думает, что вы ему перешли дорогу. Я просто сейчас организовываю колоду, чтобы ее для вас раскладывать. И рассказываю вам то, что вижу. Вы в борьбе находитесь. У вас с одной стороны 5 меча, с другой стороны 8 меча. То есть, может, вы смотрите видео, потому что хотите больше узнать о мужчине, любит ли он вас, как складывается ваша личная жизнь. Сейчас у вас какой-то или застой в личной жизни, или такая зима, когда холодно, когда холод в отношениях с вашей стороны. Может, вы к нему охладели, или охладели к нему именно такому, в кого он превратился. Он превратился в такого человека, к которому вы охладели. И у вас такая двойственность в голове, да? Мечи — это раздвоенность, естественно. С одной стороны рукоятка, с другой стороны острый конец. То есть, с одной стороны, вы его любите таким, как он был раньше. Понимаете, вот эта критика. Я вот смотрю и не раз уже, вот эти знаменитости, Цискоридзе, мне нравится, как он танцует, много другого. Публичные личности, мы можем их приводить в пример, это позволяется. Вот уже не первый раз он выражает мнение Волочковой. Вот Волочкова, какая она была тогда, когда она только начинала в Большом театре, вот я люблю ту Настю, а вот теперешнюю я ее презираю. Девочки, человек говорил о себе. Когда мы говорим о других, мы говорим о себе. О снобизме идет речь, да? Идет речь о снобизме. Мы часто также относимся и к своим людям. То есть мы любим их такими, какими они были в определенные моменты, а вот вообще в целом мы их не принимаем. Почему не надо принять? Какой человек есть? Там у знаменитостей свои заморочки, они играют. Это игра на публику, чтобы наше внимание взять. Я только как пример сказала. Я знаю, сейчас посыпется комментарий. Прекрасный танцор, прекрасная женщина Волочкова, прекрасный мужчина Цискоридзе, или кто он там, мужчина, да? Не в этом дело. Человек, потому что я по половым признакам людей не разделяю. Человек, каким себя чувствует, таким он и есть. Если у него там какие-то предпочтения, вы знаете, о чем я, такие или другие, это все уважается. Если кто-то не уважает таких предпочтений, такой человек, конечно, должен сам с собой разобраться, почему предпочтения других людей так его волнуют. Значит, что здесь тоже какой-то есть пунктик, с которым нужно работать. То есть с собой работать. Всегда нужно работать только с собой. Почему этот мужчина вас теперь напрягает? Почему вы теперь на него обижаетесь, злитесь? Почему теперь вы его не принимаете таким, какой он есть? Да, он сейчас такой. Он, может быть, хочет денег, он, может быть, сейчас алчный, может быть, он какой-то пунктик у него, он какой-то странный стал. Смотрите, сколько у него в глазах вот этого, непонятно чего. Может, что-то он хочет от вас. Может, у него претензии к вам есть, как к женщине, а это оскорбительно. То есть, когда у нас есть претензии к людям другим, у нас есть претензии к жизни, то есть претензии к Творцу. Критическое мышление не для этого, а для того, чтобы, скорее всего, оценить себя изнутри и не менять себя. Оценка дыхания, да, оценка пищеварения, нужно нам лишнюю еду или нет. Вот для этого критическое мышление. А уже совсем второстепенно это другой человек и такой, как он есть. Не зря я привела вам пример Цискоридзе, да, не зря. Потому что когда мы видим других людей, мы видим себя, мы видим понимание своей жизни. И задать себе можно вопрос. Вот такая нарицательная Волочкова, когда она была в Большом театре, начинала и сейчас. Почему сейчас она вызывает скандальное вот это отвержение, а когда-то восхищение, прекрасный лебедь? А почему нельзя принять человека, какой он есть сейчас? Увидеть в нем что-то хорошее. Да, она провоцирует публику, она знаменитость. Знаменитости на то и есть, чтобы провоцировать публику. Но не в этом дело. Нам это показывает, что давайте посмотрим на этого мужчину как на себя. И у нас есть что-то резкое. Не зря же вы окружены мечами. Может быть, вы ему что-то резко сказали. Может быть, вы ему в 100-й раз объяснили о том, что вам в нем не нравится, но в такой форме оскорбительной, и это его задело. Как он мог не обидеться, если вы сказали в такой резкой форме? Может быть, здесь для кого-то, для многих проиграется, что он обидел вас, вы окружены мечами, как бы пространство сужается, потому что слишком много обиды, обидных слов сказано. Или сделано обидного, там измена или подозрение в измене, ревность, такое все. Или же, может быть, вы по отношению к нему, понимаете?
В ваших отношениях еще есть, как говорят, порох в пороховнице, да? То есть в ваших отношениях еще есть перспектива. Вы можете еще быть вместе, вы можете любить друг друга, это однозначно. Ведь карта звезда говорит о том, что мечта ваша сбудется. И если вы еще не имеете мужчины, у вас сбудется мечта найти себе не просто принца какого-то, да, а человека, который осознанный, по карте влюбленный. И карта башни говорит о том, что теперь, может, вы ощущаете, что мир ваш просто рухнул, потому что мужчина не выполнил обещание, мужчина, может, обидел, может быть, не признал своих ошибок. Ваш мир рухнул. Но когда в тот же момент, вот как во Вселенной все случается в один и тот же момент, в тот момент, когда рухнул мир, в тот же момент начинает мир и строится, новый мир. Это 4 жезлов. И она говорит, что строится не просто мир, на вот этих, на этом пепле, да, как птица Феникс, создается пепел, это имеется в виду удобрение очень сильное, да, возникает новая жизнь, возникает новые стабильные отношения, это уютный дом, это взаимопонимание. Если вы ссорились по той или другой причине, этот расклад вас мирит. Потому что 4 жезлов – это взаимопонимание, это стабильное положение, когда и вы, и он уже научились взаимодействовать с друг другом, и у вас получается стабильность в отношениях. И вы госпожа, которая будет иметь все. Здесь вы с деньгами, как вы заметили, да? У вас есть много денег. Что означает много денег? Ведь монеты по-гречески – это помощницы, да? У вас есть много помощи от высших сил, от ваших ангелов. У вас есть много помощи от этого мужчины, короля чаш, который вас все-таки любит. Несмотря ни на что, несмотря на то, что, может быть, вы потеряли веру в него, может быть, вы потеряли веру в ваши отношения, он вас все-таки любит. И эта карта королевы Пентаклей как раз о том, что вы будете с ним счастливы, вы будете за ним, как за каменной стеной, то, что мы все девочки хотим. И правильно хотим, это нормальное положение женщины, особенно когда она находится в позиции слабости, то есть она или беременна, да, или ей нужна какая-то помощь. Но всегда находиться в этой позиции не рекомендуется никому, потому что человек должен быть в позиции, стремиться, во всяком случае, к позиции силы. 9 чаш – это карта любви, это постоянство, это радость. Вот видите, это удача, потому что символ удачи впереди. Божья коровка – это символ удачи. У вас будет удача с ним, у вас будет взаимопонимание, у вас будет любовь. Это как червовая 9 в игральных картах, то есть влюбленность, конфетно-букетный период, который может продлиться всю жизнь. Грамотные отношения между мужчиной и женщиной – это тогда, когда конфетно-букетный период длится всю жизнь, всю оставшуюся жизнь, на многие-многие годы. Это правильно. Но мало кто, конечно, так живет, потому что это непросто, и карты часто помогают. Именно карта сила, старший аркан, показывает, что ваша сила не просто там в вашей слабости, когда вы слабая, нет. Нужно искать себя в позиции силы, а не слабости. Сила женщины в ее слабости, но это такое клише, да, там многое можно этим сказать. И многое можно, конечно, каждый поймет по-своему. И когда я говорю о чем-то вообще в моих видео, тот, кто имеет уши, тот услышит, но не каждый услышит. Есть люди, которые слышат не то, что нужно слышать, и ищут во мне какой-то изъян. Как говорится, те, кто без изъяна, пусть первые бросят камень. Есть ли такие, кто без изъяна? Но разве без изъяна вы не живой, вы труп? Потому что без изъяна бывает только что-то неживое. Например, такое понятие, как бриллиант без изъяна, да? Он же не живой, правда? А все живое, но для нас не живое, а минерал вообще не живые тоже по-своему. Итак, основная информация о вашей личной жизни. Но вы получаете здесь очень много основной информации. Не ждите у моря погоды. Ой, извините. Основная информация. Не ждите у моря погоды. Делайте что-то сейчас. Начинайте жить. Когда вы ждете у моря погоды, жизнь проходит мимо. Другими словами, вы скатываетесь в пропасть. В пропасть обид на прошлое, обид на мужчины, обид на себя. Там на что угодно можно обижаться.
Не ждите у моря погоды. Карта, еще одна старший аркан. Сколько у нас здесь? Звезда, сила. Смотрите, какие мощные карты, да? И еще и повешенные. То есть вдумчивость, да, повешенный – это не быть в подвешенном состоянии. Ну, это легче всего сказать, не быть в подвешенном состоянии. Здесь наоборот, быть в подвешенном состоянии. Но это такое подвешенное состояние, когда жизнь-то идет. Это активная внутренняя работа. И любая балерина, сегодня о балете много, скажет вам, что балерина выглядит такая мягкая, нежная, слабая женщина. Но она как сталь внутри. Внутри идет работа, да. Поэтому пока вы в подвешенном якобы состоянии ждете чего-то от жизни, не ждите у моря погоды, а пусть бурлит жизнь внутри, пусть внутри формируются жизненные идеи. И это все, конечно, это мысли, это ваши цели. Как говорится, сегодня цель, завтра правильное действие, послезавтра успех. И это все о карте подвешенной, когда ноги сверху, прилив крови идет куда? К голове, правильно. То есть тогда голова больше думает. Думайте о том, куда вы идете, с кем вы живете, зачем вы живете, зачем вы ссоритесь каждый день, почему у него вредные привычки, почему у вас вредные привычки, что можно с этим сделать сегодня. Мы все умеем строить глобальные цели, но мы понимаем, что глобальная цель, она никогда не материализуется, если мы не будем ежедневно строить себе маленькие цели и их осуществлять. Каждый день маленькая цель осуществили. Чем меньше цель, тем вы грамотнее живете, тем вы на более правильном пути, Бог в мелочах. И то, что я сказала, на самом деле правда. И карты говорят аминь, аминь, аминь на мои слова. Потому что здесь вышла карта туз пентаклей. А это говорит о том, что не королева пентаклей, не так, что владеет и сидит на своем добре. Как, например, владеет мужчина, и все, он мой, он никуда не денется. А королева пентаклей, которая каждый пентакль заработала, и она знает, сколько она туда вложила души, сил, своего интеллекта, своей любви, своего сердца, своей жизни. Каждый пентакль – это частичка ее вот этих маленьких целей, маленькой жизни. Поэтому здесь вот туз пентакль, он именно показывает одну монету из этого сундучка, в котором миллионы монет, то есть это ваше будущее, оно прекрасно. Миллионы монет – это значит благополучие, а это значит, что вам нужно знать основная информация сейчас о вашей личной жизни – это благополучие. Это счастье с мужчиной, это благополучие. Вот этот ящик, целый сундучок монет – это ваши счастливые, бесконечные дни, где вы счастливы вместе. И все это начинается вот с такой маленькой цели, ежедневной маленькой цели. Нужно ставить глобальную цель. Вот сегодня с ним не поссорюсь, обязательно поссоритесь. И поссоритесь на ножах буквально. Если у вас будет цель, сегодня с ним не поссорюсь. Да? Сегодня не съем этот лишний кусок хлеба с маслом. Съешьте не один, а 3, гарантированно. А если вы скажете себе, сегодня вот именно один раз не укушу этот хлеб, да? Сделаю на 1 байт. Ну, по-русски укусить как-то не очень красиво, а вот байт как-то легче понять. То есть на 1 вот mouthful говорят, да, байт. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Чуть-чуть, маленькая цель. Например, сегодня сказать, если будет и с ним конфликт, я скажу меньше, чем хотелось бы ему сказать опять то же самое, что я о нем думаю. Он, наверное, уже наверняка знает это. И кроме как скандал из этого не получится. Потому что каждый человек из себя изнутри видит хорошим. Если мы говорим другому «ты плохой», он начинает возмущаться, потому что внутри каждый человек, заметьте, каждый, нет плохих людей, видит себя хорошим. Только ментально больной человек изнутри плохой. Но с таким, не дай бог, иметь дело. Я надеюсь, что вы имеете дело с ментально здоровыми людьми. Вот здесь речь идет о том, что основная информация о вас, о вашей личной жизни заключается в том, что туз пентаклей, во-первых, встреча с мужчиной, подарки судьбы, подарки от него, свидания. Это для тех, кто не имеет отношений. А для тех, кто имеет отношения, туз пентаклей говорит о том, что вы будете по частичке, каждый маленький шаг менять ваши отношения в лучшее русло направлять. Это основная информация о вашей личной жизни на сейчас, на тот момент, когда вы нажали посмотреть. Вы в позиции силы. Пользуйтесь своей силой.
В чем ваша сила? Напишите себе на бумаге и скажите: окей, здесь моя сила, здесь не моя слабость. И каждый день немножко себя переделывайте. Вы посмотрите, что мужчина будет восхищен вами. Извините, это был почтальон, так было немножко громко. Он будет восхищен тем, как вы меняетесь, и он захочет измениться сам, да? Эта карта силы, она говорит, что вы в позиции силы. Ваша личная жизнь, основная информация о чем? Она будет все лучше и лучше. Это вам гарантирует расклад на 1000000%. В вашей паре будет больше денег, в вашей паре будет больше разума, то есть вы перестанете ссориться, перестанете требовать друг от друга то, что вы в данный момент не можете друг другу дать. Вы не будете ждать у моря погоды. Сколько мне ждать еще этого счастья? Мне пишут в комментариях. Ждать вообще нельзя ни в коем случае. Нужно идти вперед. А пока идете вперед, обязательно найдете. Гарантия. Найдете то, что ищете. У вас будет счастье с ним, взаимопонимание, счастье, любовь. Самая лучшая карта любви вот это. Но вообще дно колоды было восхитительное, да? Самое интересное, что вокруг мужчины вышли хорошие карты. Если у вас вопрос есть, выведет ли он отношения на новый уровень, да, выведет, стабильные будут отношения. Хочет ли он с вами продолжать отношения? Конечно, хочет, карта умеренности. А смотрите, какие карты с вашей стороны. Они показывают ваше состояние. Может быть, информация заключается в том, что меньше фокуса на мужчине, больше фокуса на себе. Чего вы хотите от жизни для себя? Не с этим мужчиной, а для себя любимой. Потому что сейчас, в данный момент, я вижу, что многие, кто смотрит, себя ранят этими мечами. Себя не любят, себя не жалуют, признаются себе в том, что жизнь проиграна. Вот это так здесь видно. Это не то, что я там что-то от себя сказала. Я читаю живые каналы карт. Если вы это увидели по-другому, это тоже имеет место быть, потому что карты с вами говорят без слов. И все, что сумела, я сказала, но карты скажут намного больше. Намного больше. Вам, если вы, позволите им это сделать, да? Вы не должны позволять им ничего, но можете позволить, ведь это же не грех, наоборот, это развитие души, это все самое лучшее, это лучше, чем проповедь в церкви, это вам гарантируется. Это лучше, чем проповедь церкви. Здесь ни у кого нет никакого шкурного интереса. У карт нет шкурного интереса никакого. Это не государственная церковь, это не церковь, которая хочет обогатиться. Нет. Карта, она говорит с вами, она универсальная, как вот эта икона, непредвзятая икона. Говорит с вами на вашем уровне. Так, что вы здесь видите? 8 меча, 5 меча, все. Ведь вы получили этот расклад в дар. Абсолютно в дар, да? Абсолютно. Кто имеет уши, тот услышит. Здесь не оплачено с вашей стороны ни копейки, не оплачено ничем. То есть это в дар. А все, что дается в дар, всегда дается от души. Я здесь даю в дар вам расклад от моей души. Высшие силы вас любят и дают вам в дар увидеть то, что есть. Если вы можете увидеть эти мечи, вы поймете. Вы себя зря раните. Когда вы с ним ссоритесь, вы раните себя. Потому что он уже от вас это неоднократно слышал. Ему больше этого говорить не нужно. Вы еще раз себе доказываете: я лузер, я с ним живу, он меня не стоит и не достоин, так далее, у меня с ним нет счастья. Все, каждый раз вы себя раните. Вместо этого хватит, он это уже слышал. И вам нельзя больше этого говорить самой себе, потому что это очень негативный self-talk. Self – это разговор с собой, self-talk. Негативный. Меняйте его. Меняйте, вы можете сейчас приобрести силу. Вы можете сейчас быть вот этой госпожой большого богатства. Ведь богатство, кто-то думает, деньги. Нет, деньги это просто для того, чтобы была, какая-то защита, да. А богатство не в деньгах. Богатство в чем? В жизни. Жизнь – это богатство, да. Поэтому туз пентаклей – это жизнь, это богатство. Ваш здравый смысл – это богатство. Не ждать у моря погоды – это богатство. Не высматривать себе этого принца, а привлекать его к себе. И он придет, если пока еще нет. Но я скажу, что многих девочек, у кого есть отношения, этот расклад вам позволит, поможет лучше выстраивать с ним отношения. Это наверняка гарантируется, 1000000%. Вот такой, девочка, очень расширенный, подробный расклад.
Всех вас люблю, обожаю. Приходите, чтобы на мои видео. И старые, кто-то мне пишет, видео там старые. Нет, девочки, не бывает видео старое. В этот момент, когда вы смотрите, для вас любое мое видео новое. Почему? Потому что люди придумали время, чтобы лучше взаимодействовать друг с другом. Времени нет. Наоборот. Мы обращаемся к Мадонне, которой 2000 лет. Почему? Потому что она для нас живая сегодня, да? А карта – это икона. То же самое. Так что на любом моем видео вы с пользой для себя проведете время, вы получите для себя подсказку и проведете время с другом, которому можно доверять, преданным другом, который вас никогда не предаст, верит в вас и знает, что у вас все будет хорошо. Я знаю, что мы еще увидимся. До новых встреч!